Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Армянское издательство опубликовало сенсационную статью. Генерал Волков заявляет, на дороге, соединяющей Карабах с Арменией, будет установлен мини-таможенный пост. Вот, Ханкинди, дорога на горе, здесь, я думаю, в районе Лачина будет установлен таможенный пост. Азербайджанцы долго добивались от российских миротворцев, чтобы там был установлен таможенный пост. Ну и вот армянское издание опубликовало такую статью. Вот, будет проверять автомобили, проезжающие там. Сейчас подробнее зачитаю, что здесь пишут. На дороге, соединяющей Карабах с Арменией, будет установлен мини-таможенный пост, оснащенный специальным оборудованием, заявил командующий российскими миротворческими силами, дислоцированные в Карабахе, генерал-майор Андрей Волков, в показанном сегодня интервью общественного телевидения Азербайджана. Там, видите, на фотографии Волков вверху. Так, он отметил, что такая договоренность была достигнута в результате переговоров между российской и азербайджанской сторонами. Об этом Волков сообщил во время инцидента, который произошел в окрестностях города Шуша в субботу. Ну да, когда закрыли выезд с Карабаха, азербайджанцы перекрыли им вышли люди специально, чтобы сказать, что Азербайджан это территория Карабаха, и вы незаконно добываете наши полезные ископаемые, мы будем проводить инспекцию. И вот теперь, что Волков говорит, что да, договоренность была достигнута в результате переговоров между российской и азербайджанской сторонами. До сих пор у нас не было средств технического контроля, заявил российский генерал. По словам Волкова, мини-таможня будет работать на первом российском КПП, расположенном на трассе Ханкинди-Горис. Ну, как я вам и говорил, вот Ханкинди Горис, и здесь вроде Лачина будет где-то стоять этот пост, мини-пост. Но я решил посмотреть, что пишет новости Армении по этой теме. Ну и вот сразу же они заявили, новости Армении сегодня, Совбез Карабаха также назвал дезинформацией сведения о якобы согласии командования российских миротворцев установить азербайджанский КПП в Лачине. Типа что азербайджанского КПП там не будет, заявили в Карабахе. Ну вот, тут как раз там это таможенный пост, там машины проезжают в Карабах. Так, последние новости. Ереван, Армения. Так, распространяемая в СМИ информация о якобы согласии командования миротворцев установить азербайджанский таможенный пост в Лачинском коридоре не соответствует, пишут, действительности. Об этом заявили в Совбезе Карабаха. В целях недопущения ввоза в зону ответственности миротворцев запрещенных предметов российскими миротворцами рассмотрена возможность установки на посту рентген-сканера для осмотра въезжающих транспортных средств. Осуществление контроля грузов спланировано силами миротворцев, говорится в заявлении ведомства. Посему подчеркивается, что в распространяемой информации о размещении в Лачинском коридоре азербайджанского контрольного пункта армяне пишут, является ложью и не отражает положение трехстороннего заявления руководителя Армении, Азербайджана и России. Так, призываем не поддаваться типа на ложные сведения. Так, ранее Служба безопасности Карабаха назвала дезинформацией сведения об установке азербайджанской КП. В общем так, это все вопросы сейчас решает командующий российскими миротворческими силами в Карабахе Андрей Волков, в ходе которого он заявил, что КПП в коридоре. Почему? Тут пишет, это пресса будет. Вот, сам Волков заявил, что КПП, это армянское издание, я вам зачитывал конкретно. А тут вот в новости Армении пишут, что КПП в коридоре не будет. Он не будет контролироваться азербайджанцами, а в местах размещения миротворцев в коридоре азербайджанцев не будет. По словам Волкова, для облегчения работы миротворцев планируется лишь установка технических средств контроля. И Волков решил не допускать азербайджанцев в этот пост, а будут стоять типа российские миротворцы, и они с помощью сканера будут типа сами типа проверять, что вывозится,
А зачем-то этот пост нужен, если российские миротворцы прикрывают карабахских армян и вывозят полезные ископаемые, золото и там добывают. И какой смысл этого сканера, если надо азербайджанский конкретно пост ставить на Лачинской дороге, иначе толку не будет. В общем, одно армянское издание пишет, что будет установленный пост, а в другое издание пишет, что пост будет, но контролировать будет только миротворцы. А азербайджанцев не подпустят. Не знаю, пускай Ахам Алиев выступит с этим заявлением, скажет, что вы там оборзели. Если пункт ставите КПП, так должны азербайджанцы вместе с миротворцами совместно досматривать эти машины. Вот машины въезжают, выезжают. Конечно, должны азербайджанцы присутствовать и контролировать. Так может там золото тоннами вывозят оттуда. В общем, вот такие новости, блин, я в шоке, честно. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.